Дорогие друзья, всем привет! Я рад, что вы зашли на мой канал Food Court. С радостью приветствую всех моих постоянных зрителей и подписчиков канала. Ну и всем, кто зашел первый раз, тоже пламенный привет с острова Мальта, где я продолжаю готовить для вас и делиться рецептами колбасных и мясных деликатесов. И сегодня у меня для вас новый рецепт. Это традиционная сыровяленая колбаса салями Милано. Вот такую вот колбаску достаточно крупного калибра мне удалось приготовить практически за 2 месяца. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете понятный, простой, пошаговый рецепт, как дома своими руками приготовить итальянскую сыровяленую классику. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Вот такая колбаска у меня получилась. В принципе, сразу скажу, что результатом я очень доволен. Для приготовления этой колбасы я использовал классический аутентичный рецепт. Я постарался воспроизвести его в домашних условиях. И в этом видео я вам покажу, как это все у меня получилось на практике. Итак, дорогие друзья, для приготовления сыровяленой колбасы салями Милано я взял мясо свинины, это лопатка нежирная, 1,5 килограмма. То есть здесь у меня свинина жирная, это грудинка, жирность не очень высокая, процентов, наверное, 30. Здесь 1 килограмм свиной грудинки, полкилограмма говяжьего фарша. Этот фарш у меня был в запасе. И для того, чтобы увеличить жирность, все-таки салями это жирная колбаска, я взял 300 грамм свиного шпика тугоплавкого. Вот в таком составе, в таком наборе мяса я буду готовить сейчас фарш. Значит, что я буду делать? Свиную лопатку я перекручу на крупной решетке, примерно 8 миллиметров отверстие. Фарш говяжий я еще раз пропущу на решетке 5 миллиметров. И свиную грудинку я перекручу на решетке с диаметром отверстия 5 миллиметров. Свиной шпик он у меня подмороженный. Все сырье подморожено. Свиной шпик я порежу мелким кубиком, обдам кипятком и уберу эту вот осаленность. И заморожу и буду перекручивать уже вместе с жирным сырьем, со свиной грудинкой на решетке с диаметром отверстия 5 мм. Ну и затем буду составлять фарш. Вот таким образом я порезал кубиком салом. Сейчас я его ошпарю кипятком, чтобы убрать осальность. И затем я уберу его подмораживаться в морозильную камеру минут на 30-40. И затем буду пропускать его через мясорубку с решеткой отверстия 5 мм вместе со свиной грудинкой. Ну вот как-то так в ускоренном режиме я подготовил свиное сало, теперь уберу его в морозильную камеру. Пока у меня подмораживается шпик, я подготовил специи. Набор специй это как раз то, что отличает вкус одной колбасы от другой. Салями Милано стоит особняком в этой группе сыровяленых колбас. Я изучил несколько десятков рецептов в ютубе, в интернете, в поисках аутентичного какого-то состава для специй для колбасы салями Милано. Но я увидел, что все используют то, во что гораздо. Поэтому я попросил искусственный интеллект, есть такая штука, называется ChatGPT, если вы не знали. Он мне за 30 секунд проанализировал больше, наверное, 300 страниц в интернете, где упоминается рецептура колбасы сыровяленой салями Милано. И вот, исходя из этих рекомендаций, я составил этот набор специй. Например, у меня есть на канале рецепт сыровяленой колбасы итальянской финокьона. Эта колбаса именно отличается ярко выраженным вкусом фенхеля. Поэтому те, кто добавляет фенхель в сыровяленую колбасу салями Милано, я не знаю, чем она может отличаться от той же финокьоны. Поэтому вот на основе какого-то такого анализа, который я проделал, у меня будет следующий набор специй. Поскольку я буду готовить эту колбасу с использованием стартовых культур, а у меня нету предварительного посола мяса, я взял нитритную соль,
Содержание нитрита натрия 0,6% из расчета 25 грамм на 1 килограмм мяса. Кроме этого, здесь полграмма на 1 килограмм аскорбата натрия, это антиокислитель жира. По специям: перец черный молотый у меня из расчета 2 грамма на 1 килограмм, белый перец молотый 1 грамм, чеснок сухой гранулированный 2 грамма, кориандр молотый 1,5 грамма на килограмм. И вот такие интересные специи, которые отличают этот вкус колбасы от любой другой, это корица. Корица редко встречается в наборах специй для колбас, но тем не менее здесь она присутствует. Корица из расчета полграмма на 1 килограмм. Мускатный орех молотый полграмма на килограмм. И майоран, такая вот специя, это не специя, это приправа, травка. Очень приятный специфический ароматный запах у нее, полграмма на килограмм. Ну и здесь у меня стартовые культуры CS300 из расчета 0,25 грамма на 1 килограмм. Я их развел, запустил их старт в воде комнатной температуры 30 мл воды. И питание для стартовых культур — это моносахарат кристаллют. Кристаллют из расчета 5 грамм на 1 килограмм мяса. Стартовые культуры — это благородные культуры, которые питаются моносахарами, вырабатывают кислоту, которая подавляет патогенную флору. И вот именно благодаря этому мы получаем вот тот именно вкус сыровяленой колбасы. Она безопасная, с учетом нитритной соли, стартовых культур. Мы можем есть сыровяленый продукт, не опасаясь за свое здоровье. После того, как я подготовлю фарш, все это я вымешаю в единую массу. Ну и в разных рецептурах колбасы сыровяленой с Миланом добавляется вино. Вино в этом рецепте я взял из расчета 30 мл на 1 килограмм мяса, белое сухое. Я встречал разные рецепты. Красное сухое добавляют, белое сухое, 100 мл. Но вот именно по рекомендации анализа, который сделал для меня искусственный интеллект, я взял белое сухое вино из расчета 30 мл на 1 килограмм мяса. Так, решетка 10 мм. Включаем нежирное сырье. Нежирная свинина будет такой более крупной фракции. Говядину я перекручу на решетке с отверстием 5 мм. Вот именно эта смена диаметров отверстия будет влиять на рисунок среза колбасы. Теперь через эту же решетку с диаметром отверстия 5 мм я пропущу подмороженное свиное сало. И одновременно буду пропускать жирное сырье, это свиная грудинка, также подмороженная. Таким образом я получу достаточно мелкую фракцию кусочков жира, и рисунок колбасы будет такой привлекательный. Когда фарш готов, я буду вносить все ингредиенты. То есть я ввожу сухое вино, согласно рецептуре стартовые культуры, которые у меня активированы. Затем я вношу моносахара, это кристаллют для питания стартовых культур. Посолочную смесь, то есть это нитритная соль. Ну и затем я вношу все специи, которые у меня подготовлены по рецептуре для салями Милано. Друзья, пока я вношу все необходимые ингредиенты, на правах рекламы я хочу вам сказать о том, что все необходимые ингредиенты для домашних колбас, для приготовления в домашних условиях крафтовых мясных изделий и деликатесов я получаю от спонсора моего канала, интернет-магазина Craft Store.
На сайте интернет-магазина Крафтстор вы найдете все, что вам необходимо для приготовления колбасных изделий в домашних условиях. Это нитритные соли, это добавки, аскорбат, кристаллют, стартовые культуры, специи, смеси специй, колбасные оболочки, все, что вам необходимо, в том числе и оборудование для приготовления колбас в домашних условиях, вы можете найти на сайте интернет-магазина Крафтстор. В описании к этому видео я оставлю ссылочку на этот интернет-магазин, перейдя по которой вы можете заказать себе все, что вам необходимо, и воспользоваться специальным промокодом. При оформлении заказа ввести слово Food Court и получить 3% скидку на весь ваш заказ, независимо от ассортимента и суммы. Интернет-магазин Крафтстор – это на самом деле клондайк товаров огромного ассортимента для тех, кто занимается домашним крафтом. Там есть практически все необходимое для того, чтобы заниматься дома любимым делом. После внесения всех необходимых по рецептуре ингредиентов в солями Милано я тщательно руками вымешиваю фарш до однородного липкого состояния. На это у меня уходит примерно 15-20 минут. Вот посмотрите, друзья, пожалуйста, до какого однородного такого липкого состояния необходимо вымесить мясной фарш. Руками необходимо выбить мясной белок, который потом сформирует именно ту колбасную монолитную структуру. После вымешивания обязательно необходимо провести контроль температуры. Я всегда работаю с подмороженным фаршем. Это гарантия будущего качества колбасных изделий. При переработке мяса в фарш он нагревается за счет перекручивания на мясорубке в процессе вымешивания. У меня получилось в результате 2 градуса. Теперь перемещаю фарш, готовый колбасный шприц, и набиваю колбасную оболочку. Так, это оболочка целлюлозная, iCell, диаметр 65 мм. В таком виде ее можно приобрести в интернет-магазине Крафтстор. По 35 см, по 5 см будут хвостики, вот такие батончики 25 см. Ее надо замачивать. Ну вот как-то так, в 4 руки удалось плотно набить батон, подкрутить его, еще максимально уплотнить и перевязать. Теперь я подвешиваю вот за такие петельки колбасные батончики на кухне, наверное, на сутки для отепления и усадки, а потом подвяжу еще раз. После усадки более сделаю плотную подвязку для того, чтобы максимально уплотнить фарш. Вот таким образом на кухне я подвесил колбасные батончики. Днем температура где-то 26, ночью 22. И за сутки должна сработать стартовая культура и нитритная соль. Итак, прошли сутки. Вот таким образом сработала стартовая культура. Колбаса поменяла цвет. Она уплотнилась, произошла усадка, я еще раз плотно подвязал хвостики, чтобы получить максимально плотную структуру колбасы. Я ее взвесил, промаркировал, и теперь она отправится в холодильник на созревание, ферментацию и потерю веса. Я думаю, что в таком диаметре потребуется не меньше 2 месяцев для того, чтобы колбаса потеряла 38-40% своего веса. Ферментация и потеря веса будет проходить у меня в обычном бытовом холодильнике, температура в котором где-то в среднем 4 до 6 градусов, влажность она нестабильная, потому что дверка открывается, закрывается, поэтому гидрометр показывает где-то 64-68 влажность в этом холодильнике.
Так что вперед на созревание. И снова здравствуйте, друзья. Я опять к вам с солями Милано. Для вас за 5 секунд, а у меня прошло 2,5 месяца, 10 недель. Вот такая у меня получилась колбаска. Наверное, недели 2 назад я ее взвешивал. Было примерно 37-38%. Я решил еще пару недель ее подержать, чтобы получить более плотную консистенцию, которую я хотел получить максимально, дав ей похудеть. В разрезе колбаска очень плотная. И вот такой получился рисунок, и вот такая текстура. Запах у колбаски невероятно приятный. Ну, теперь мы ее продегустируем. В разрезе такая она эластичная, но при этом достаточно плотная. Нет никакой рыхлости. И что самое удивительное для меня, абсолютно отсутствует закал. Все-таки вот эта оболочка, она прекрасно справляется в обычном бытовом холодильнике со своей задачей. Посмотрите, какая красота. Прекрасно снимается айцел. Да, друзья, все-таки 2,5 месяца ферментации. Прекрасная получилась колбаска, классическая, с таким вот ярким итальянским вкусом. Нет никакой кислинки. Стартовые культуры CS300 прекрасно отрабатывают свою задачу. В описании к этому видео я дам подробно расшифровку, что такое стартовые культуры CS300. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Но колбаска получилась просто великолепная. В таком калибре 65 миллиметров, конечно, потребовалось чуть больше терпения, 2,5 месяца, но результат меня абсолютно порадовал. Вот прямо хочется еще и еще ее нарезать, потому что вкус и запах этой колбасы заставляет просто действовать. Посмотрите, какая получилась эластичность, ровная плотная текстура. Ну а за вкус я вам уже больше ничего говорить не буду. Просто возьмите этот рецепт и приготовьте у себя дома своими руками такую колбаску, и вы все поймете. Салями Милано – это номер 1. Тот батончик, который я разрезал, конечно же, он уйдет быстренько в употребление, а 3 батончика я запаковал в вакуум. Я теперь отправлю в холодильник на хранение. Такой деликатес надо смаковать под какое-нибудь хорошее вино или хороший бокальчик пива и наслаждаться. Друзья, если вам понравился этот рецепт солями Милано, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. До новых встреч, дорогие друзья!